Вечерний свет проникал сквозь шторы в гостиной семьи Мелвилл, окрашивая деревянный пол золотыми отблесками. Алекс, прикованный к инвалидному креслу после инсульта 14-летней давности, сдерживал болезненные ощущения при каждом движении. С тех пор младшая дочь Клара, спокойная и ответственная, взяла на себя заботу о нем. Ей было всего 5 лет, когда их мать исчезла, но теперь, в 19, она стала незаменимой опорой отцу. В тот вечер, как и каждую субботу, дом наполнился звуками готовящегося ужина и голосами детей. Эмма, старшая дочь, энергично накрывала на стол. Мартин, подросток, с вечно встревоженным взглядом переключал каналы в поисках вечернего фильма. Шон, второй по старшинству, сдержанный и практичный, проверял сообщения на телефоне. Семейные сборы стали ритуалом, способом удержать равновесие в мире, где их мать, Кэтрин, исчезла 14 лет назад без единого следа. Когда, наконец, появился Джейкоб, 30-летний и обычно собранный, он был взволнован. Растрепанный, запыхавшийся, с тревогой в глазах. В руках он держал свой телефон, как будто это был ключ от всех дверей. «Полиция нашла мамину машину», — выдохнул он, — «возле озера Миллер». За столом воцарилась гробовая тишина. Алекс напряженно уставился на сына. Остальные дети застыли. После короткого напряженного ужина они, не теряя времени, выехали к озеру. Небо было затянуто облаками, и по мере приближения к воде наступала все более гнетущая тишина. Подъездная дорожка к озеру вела через заросший берег, где стояли машины полиции с включенными проблесковыми маячками. На берегу среди грязи и водорослей возвышалась старая машина, которую вытащили из реки. Она была покрыта слоем ила, водной растительности и ржавчины. Казалось, будто сама природа пыталась скрыть ее все это время. Рядом стоял детектив Ренсом, держа в руках папку с документами. Он встретил их с хмурым выражением лица. «Мы достали машину сегодня утром. Внутри машины не было тела. Но документы, фотография, вещи — все указывало, что это действительно была Кэтрин», — начал он. Водолазы, которые проводили расследование совсем другого дела, заметили отблеск металла под водой. Погрузчики вытащили авто. «Это действительно автомобиль вашей матери». Он сделал паузу и открыл папку, показывая фотографии находки. «Стекла были опущены», — продолжил он. «Следов взлома или борьбы внутри нет. Все указывает на то, что машина была затоплена намеренно. Это не авария. Кто-то хорошо знал, как оставить минимум следов. Все выглядело как тщательно спланированное исчезновение». Семья стояла молча, глядя на изуродованный временем кузов. У Эммы задрожала нижняя губа. Мартин молча сжимал кулаки, а Алекс, хрипло выдохнув, прикрыл глаза. И только Джейкоб, словно охваченный внутренним жаром, вглядывался в машину, словно надеясь найти в ней остатки недосказанной правды. «В машине мы нашли личные вещи вашей матери», — добавил Ренсом. «А также кое-что странное. Мужские солнцезащитные очки, бейсболка и старый чек с именем, которое может быть нам полезно, Рональд. Это может быть либо спутник, либо кто-то, кто помог ей исчезнуть». Эти слова разожгли пламя споров, но одновременно стали толчком к действиям. Именно здесь началась их дорога к правде. С машины, которая провела 14 лет на дне реки, скрывая ключ к их прошлому. Джейкоб, движимый инстинктом, продолжил копаться в документах и нашел нечто странное. Договор аренды, подписанный на имя Кэтрин Мелвилл. Подпись была явно маминой. Адрес в документе указывал на склад в промышленной зоне. Джейкоб не удержался и поехал туда ночью. Там он столкнулся с охранником. При упоминании имени Кэтрин мужчина мгновенно изменился в лице и стал враждебен. «Она не хотела, чтобы ее нашли», — сказал он, прежде чем прогнать Джейкоба прочь.
На следующее утро он передал находки детективу. Полиция организовала операцию. Когда они прибыли на склад, все было очищено. Лишь случайно уцелевшая под столом фотография выдала новое направление. На ней было грузовое судно и список имен, среди которых Кэтрин и Рональд. Детектив предположил, что речь идет о незаконной схеме вывоза людей. С помощью улик удалось отследить координаты судна. Оно уже покинуло порт, но было замечено в открытом море. Через удаленный доступ к камерам наблюдения удалось получить изображение с борта. Одна из женщин на экране, усталая и постаревшая, но безошибочно узнаваемая, это была Кэтрин. Она была жива, работала в импровизированном офисе, окруженная другими женщинами. Семья замерла. Слезы, потрясение, надежда — все смешалось. Алекс не мог оторвать глаз от экрана. «Она не ушла. Ее забрали», — прошептал он. Выяснилось, что Кэтрин брала деньги у сомнительных людей. Она не справлялась с долгами и, вероятно, стала жертвой преступной схемы, где путь к исчезновению был частью оплаты. Она хранила молчание, чтобы уберечь семью. Береговая охрана догнала судно ранним утром следующего дня. Экипаж судна сопротивлялся, но, увидев силу и масштаб операции, сдался без борьбы. Внутри, за импровизированными перегородками, обнаружились десятки женщин. Усталых, истощенных, но живых. Медики осматривали их на месте, поили водой, укрывали пледами. Среди них в самом конце сидела Кэтрин, осунувшаяся, с поседевшими волосами, но все еще с тем же узнаваемым взглядом. Она медленно подняла глаза, когда услышала свое имя, произнесенное одним из спасателей, и впервые за годы позволила себе улыбнуться. Позже в безопасном центре Кэтрин встретилась с семьей. Алекс, подкатываемый в кресле, не мог сдержать слез. Дети бросились к матери, каждый с эмоциями, длящимися годами. Объятия были долгими, слова сдержанными, но взгляд говорил больше, чем могли бы любые фразы. Это было не просто возвращение. Это было возрождение семьи. Впервые за 14 лет они вновь стали единым целым. И теперь, когда правда, наконец, всплыла, их жизнь могла начаться заново. Не с чистого листа, но с искреннего прощения и новой надежды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.